Нравится мне в старых частях Assassin's Creed то, что они короткие, и несмотря на их наполненный сюжет, благодаря довольно быстрым заданиям можно пройти промежуточную часть Brotherhood буквально за часов 15-18. На данный момент я играю в ассасинов по порядку, и после того, как я прошла вторую часть и первую из коллекции Эцио, я увидела разницу в визуале сразу же. Дезмонд стал какой-то квадратный, и не могу сказать, что вид персонажей имели какие-то приятные очертания. Однако Ассасин, а особенно старый Ассасин, не про это, а про сюжет, драки и геймплей. И опять же, про геймплей говорить бесполезно, так как игра вышла в 2010 году, а это было 13 лет назад, и с тех пор много воды утекло. Brotherhood стала первой частью в серии, когда мы не только играем за одного героя, а также набираем в ассасины новых людей. Не сказала бы, что это как-то интересно, но в некоторых ситуациях они облегчают прохождение. Также появилась полная синхронизация, которой не было во второй части. То есть вам надо выполнить все условия в задании, и тогда будет стопроцентная синхронизация. В отличие от той же RDR 2, в Brotherhood, слава богу, условия выполнения показаны сразу, что крайне удобно. Эта часть запомнилась мне только двумя моментами, которые сильно запали в душу. Первый и самый главный из них — это музыка. Я уверена, что композиции определили в свое время на 10 лет вперед, и если бы сейчас те же композиции, которые были использованы в этой игре, были бы использованы в новых Ассасинах, это было бы божественно. Сама игра намного плавнее, чем музыка, и таким образом создается диссонанс, и тебе кажется, будто события на экране не подходят к музыке, либо музыка не подходит к событиям. Я давно не слышала настолько эмоциональной композиции в играх, за счет которых ты чувствуешь происходящее на экране еще более живым, хоть и немного неподходящим. Быстрая музыка сменяется плавной, а плавная переходит еще более нарастающую и заканчивается эпическим сражением не на жизнь, а на смерть. Несмотря на то, что Brotherhood я бы все-таки отнесла к проходной части, все же события, разворачивающиеся в ней, являются законченными, что и делает Brotherhood своего рода особенной. В Assassin's Creed 2 наша история закончилась на том, что Родриго Борджиа остался жив, и, собственно, его семейка, крайне странная, решила воевать против нас. По сути, именно в этом и заключается вся Brotherhood, и слово «братство» я бы соотнесла и к семейке Борджиа, учитывая, что сестричка любила братика, а братик использовал свою сестричку, чтобы папочка дал денежек. Сейчас бы такой сюжетный поворот не пропустили бы на экраны, и я даже этому рада, учитывая, что возраст, конечно же, стоит 18+, но на деле никто не ждал свои совершеннолетия, чтобы насладиться этим бразильским сериалом. Для меня стало приятным сюрпризом увидеть такую довольно интересную картину. Сын Родриго, Чезаре, был преподнесен не сказочно и фантастично, а очень даже реально, и его характер является образом того, как делать не нужно. В отличие от его отца, который умел продумывать 10, а то и 20 ходов вперед, Чезаре был крайне импульсивен и часто выходил из себя. За счет этого он и проиграл. В данном случае мне крайне импонирует рассудительность Родриго, который сражался еще с отцом Эцио Аудиторе когда-то давным-давно. И я бы не сказала, что все тонкости переговоров можно заметить лет в 12-15, когда ты видишь только драки и чаще всего не замечаешь буквы между строк. А завершающий диалог Чезаре с Родриго на самом деле крайне поучителен, и на него при вашем прохождении я настоятельно рекомендую обратить внимание. Диалог является уже, грубо говоря, завершающим этапом в игре, и остается буквально несколько моментов, которые станут самыми интересными. Яблоко Эдема. Да, работу яблока показали еще в самой первой части с Альтаиром, однако здесь сам процесс реализован куда интересней и с улучшенной графикой. Плюс самой коллекции Эцио и является то, что в ней во всех трех частях подтянули графику, и все стало гораздо приятней. Не обошлось и без проблем. Кони отвратительны, система отслеживания ужасно да не могу. Как только ты отойдешь на пару сантиметров, тебе засчитывается, что персонажа ты потерял. Это бесило больше всего, и на концовке я переигрывала долго. То в самом конце, когда ты уже бежишь до яблока, надо стать невидимым. И здесь тоже сработал то ли глюк, то ли что, и пришлось переигрывать. Врагов уже не было, но были показаны метки, будто бы они стояли рядом. В чем смысл, непонятно.
непонятно. Больше всего бесил именно старый геймплей, и Brotherhood стала невыносимой во время заданий. Не во всех, но новые плюшки, которые были внесены в игру в виде слежки и дополнительных задач при этой слежке, убивали меня наповал. В остальном игра не сильно изменилась, хотя бой стал куда приятнее и проще. По сути, только на Чезаро я научилась нормально контратаковать и пользоваться доп. Предметами. Здесь нет уровня сложности, и поэтому играешь в то, что есть. Понравилось то, что сюжетная линия очень короткая, и Эцио сразу переходил от одного задания к другому. Его сестра Клаудио раскрылась с новой стороны при нападении на новый бордель, коим и заведовала Клаудио и ее маман. Момент с ножом прекрасен. Что? Здесь, в отличие от второй части, мы конкретно знали, против кого воюем, и уничтожая вышки Борджа и его людей, мы плавно двигались к яблоку. Да, яблоко у нас забрали в начале братства, и мы всю дорогу его ищем. Одним из самых запоминающихся моментов, кроме Клаудио, стал Бартоломео де Альвиано и его задание по защите и спасению своей супруги. И опять же, интересные диалоги на тему того, что только трусы крадут жен своих врагов, хотя должны были драться в честном поединке. Сам Бартоломео, как персонаж, крайне импозантен, харизматичен и честен. По крайней мере, таким его представили. К большому сожалению, любовная линия Эцио и его Катерины подошла к концу, чему я была не рада от слова совсем. Однако Катерина не любила нашего Эцио, но ничего, как мы узнаем, в откровениях Эцио залечил свои душевные раны. По большей части Brotherhood дико следовала стелсу и пыталась всячески направить нас на путь скрытого клинка. Далеко не всегда это было обусловлено и приходилось терпеть. Вообще, со старыми играми часто такая проблема, что из-за геймплея тебе очень неудобно и тебя бесит не сюжет или графика. Она-то чаще всего нормальная, а именно управление. Либо оно слишком медленное, либо медленный отклик, или же просто персонаж делает не то, что ты хочешь. Brotherhood была скудна не только на цвета, а также на локации. В этом плане все-таки вторая порадовала меня больше всего, и я не ожидала, что карта, по сути, будет только одна, так еще и в таких депрессивно-светло-коричневых цветах. По сути, Brotherhood для меня является проходной, ведь я ждала следующую часть, Откровения, и была настроена на Brotherhood крайне скептически. На то, что надо просто пробежать, все посмотреть и идти дальше. В итоге так и случилось. После того, как мы расправились с Чезаро, начался самый трагичный момент в игре в нашем мире. Дезмонд делает то, что нужно сделать, и теряет сознание. На этом и заканчивается игра. И вот тут я скажу вам, даже я, которая видела все игрофильмы, всех частей, купилась на такой дешевый прием с резким прерыванием событий. Причем я прекрасно знаю, что там будет дальше, но я не смогла устоять и сразу же запустила Откровение. Я будто бы подсела на игру Ассасинов, и благодаря тому, что они короткие, в этом году я планирую допройти все остальные. Хотя на самом деле осталось не так уж и много. Отдам должное тому, что в Brotherhood напихали все, что только можно. И гонки, и стрельбу, и вербовку, и таким образом, создавая разнообразие в игре, ты от нее особо не устаешь. Однако, интересно ли это? Нет. Вот честно, вообще нет. Это похоже на какую-то мишуру, которая создавала видимость развлечений, но на деле, как таковым развлечением, не являлась. Я понимаю, почему от этого отказались в новых частях, потому что нет необходимости в навязывании разного рода управления одним и тем же персонажем, да еще и в таком количестве. Я постоянно сравнивала историю Ису, ту, которую нам показали в старых частях, с новыми, и как же приятно, что сохранилась сама концепция, хоть и была улучшена. На момент Brotherhood я так и не увидела какой-то дикой разницы с новыми, в том плане, что новые сделаны хуже. Однозначно история Эцио интересна, и так как она растянута на 3 части, то игрокам она запомнилась больше, но на момент второй и Братства пока что ничего экстраординарного я здесь не увидела. Сам Эцио меня не привлекает, и какие-то уникальные данные я в нем тоже не заметила. Тот же Леонардо был более интересен, и та же Клаудио порадовала меня больше своей храбростью и острым умом. Молодой Эцио прославился храбростью и честью, однако пока что какие-то сверхнавыки за ним не замечены, кроме самого главного. Он ведь избранный, и вся его ветвь избранная, ведь он мог держать яблоко и управлять им, что давалось по силам далеко не всем. В этом Эцио, конечно, интересен. Для меня Brotherhood стала менее привлекательной, чем первая, но конец у Brotherhood намного лучше, чем у первой из коллекции Эцио, и только из-за него можно потерпеть пару часов душной середины и наблюдать за быстро меняющимися катсценами, событиями и исходами тех или иных дел Дезмонда. Название Assassin's Creed Brotherhood полностью олицетворяет происходящее. Это объединение, создание и становление ассасинов в новом амплуа.